Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про вузы Италии. Я сегодня нахожусь в очень интересном месте, не в офисе, ну и решил записать это видео. Если вы хотите и вам интересна вот эта локация, то заходите на мой второй канал Егор Еремеев, подписывайтесь, и вы обязательно увидите выпуск в скором времени с вот этого места. Также Инстаграм SMAPS Education, где вы увидите фотографии и посты про вот эту местность, напоминающую Норвегию. Норвегия в России. Я не в Норвегии. Ладно, поехали к нашей сегодняшней теме. Итальянские вузы. Как выбрать вуз, куда поступать в Италии. Вообще, если в целом рассматривать европейские вузы, то как раз Италия может побаловать наших студентов. Не во все вузы есть вступительные экзамены, поступать достаточно несложно. Необходимо в основном только знать итальянский язык. Да и к тому же цены на учебу в Италии на итальянском языке сами по себе низкие. И еще очень важный бонус, что есть возможность получить стипендию. Да-да, я не оговорился. И на самом деле в Италии большое количество русскоговорящих студентов. Все эти абитуриенты, прежде чем попасть в Италию, сталкиваются с одной большой проблемой. А какой вуз в Италии выбрать? В каком городе, в каком регионе, государственный или частный? Давайте разберем с вами все эти вопросы по порядку. Рассмотрим некоторые самые престижные университеты в стране Дольче Вита. Болонский университет, Альма-Матер. И у многих вообще обучение в Италии ассоциируется именно с Болоньей. Не Болонкой, а Болоньей. Болонья считается самым студенческим городом, и сюда съезжаются студенты со всего мира. А сам университет считается одним из старейших университетов Европы, и это чувствуется, когда просто даже гуляешь вдоль его стен. Изначально в университете преподавали только юридические науки, но сейчас здесь насчитывается 33 факультета, ну и, конечно, он входит в топ-200 лучших университетов мира. Именно в этом университете учились люди, которые стали настоящими итальянскими символами и остаются ими по сей день. Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Николай Коперник, Луиджи Гальвани. А что же касается самого города, где находится Альма-Матер, он имеет облик средневековья и сохранил выдающиеся памятники архитектуры. Многие здания выполнены в готическом стиле, в стиле Ренессанса, и имеют такой желто-коричневый оттенок. Для студентов здесь учиться самый рай. Здесь огромное количество студенческих тусовок. Не просто так, ведь это самый студенческий город Европы. Если же вы все-таки хотите учиться в Италии, и не просто в Италии, а в столице, то я советую вам рассмотреть такие вузы, как Сапиенца и Тор Вергата. Сапиенца является одним из самых престижных университетов Европы. И он постоянно это доказывает, попадая в рейтинги итальянских вузов на первые строчки. Ну, это для тех информаций, кто гонится за рейтингами. И если вам хочется учиться в большом университете, то это именно тот университет, куда вы должны подать документы, потому что по количеству студентов он самый большой. Количество факультетов здесь не такое, как у Болоньи, но я думаю, что это мало имеет значения. И, кстати, знаете, почему в Сапиенсе не такое большое количество факультетов? Потому что другими факультетами располагает Тор Вергата. Маленький спойлер вам. Очень часто сомнения при выборе университета отпадают. Знаете почему? Потому что в Италии есть такой нюанс, что, как правило, одни университеты располагают одними факультетами, а другие университеты другими. Соответственно, здесь выбор университета зависит именно от того, что вы хотите изучать. Если еще не поняли, еще поясняю. То есть один вуз, он, к примеру, ответственный за юридические факультеты. Другой вуз ответственный за дизайн, архитектуру. Третий вуз будет ответственный за общественные науки. Тор Вергата был вторым государственным вузом Рима и был спроектирован по принципу англосакских вузов. Конечно же, Рим подойдет для обучения тем, кто по-настоящему ценит историю и искусство. Даже если просто избегать музеев, то даже прогуливаясь по улицам, вы будете полностью погружены во всю эту атмосферу. Ну и третий город у нас в списке — это Милан. И Милан подойдет
всем, кто хочет быть в индустрии моды и дизайна. Ведь Милан – это столица европейской моды. Но также вы должны понимать, что обучение в таких модных университетах стоит немало денег, потому что оно все проводится в частных вузах, и учеба это платная. И если вы по-настоящему решительно настроены на изучение моды, я советую вам рассмотреть такие вузы, как Институт Марангони и Европейский институт дизайна IED. Линки вы найдете в описании к данному видео, посмотрите информацию, и там будет все для вас. И там же можно проконсультироваться представителей учебного заведения. Все контакты будут там. Если же вы не намерены связывать себя никак с модой, то государственные вузы здесь также есть, и я советую вам рассмотреть такие вузы, как Статале и Бикока. Бикока очень молодой вуз, и ему всего 20 лет, поэтому корпуса здесь современные, модные, молодежные. Система обучения также используется передовая, и экзамены здесь проходят на компьютерах. Лишь некоторые из них проходят устно. Кто-то может сказать: да, фигня, сдавать экзамены на компьютере можно списать и так далее. Но на самом деле это не так. Ситуация кардинально противоположная, потому что если вдруг вы что-то не понимаете, то переспросить возможности у вас не будет, как при устном экзамене спросить что-то у преподавателя. Поэтому знать свой предмет нужно очень хорошо, тогда результат будет положительный. И если вы успешно закончите Бикока, то считайте, что перед вами открыты дороги везде, потому что он является также одним из сильнейших в Италии. А для инженеров и архитекторов стоит отметить университет Политехника де Милано. Это еще один топовый итальянский вуз. Четвертый город в нашем списке – это Турин. Турин подойдет всем тем, кто любит горы. Здесь их немеренное количество. Что касается университетов, то здесь находится Università degli Studi di Torino. Если вы знаете итальянский, вы можете меня поругать, конечно, за мое произношение, но я извиняюсь, итальянского языка я не знаю, вузы знаю, ориентировочное произношение знаю, но не точное произношение. Поэтому вы можете мне писать, что ты говоришь с акцентом. Я не просто с акцентом, я вообще никак не говорю. Но еще один из лучших политехнических вузов – это Политехника де Торино. И в Туринском университете была открыта первая кафедра психологии в Италии. На данный момент университет насчитывает 12 факультетов, и отсюда, как, наверное, многие из вас могут догадаться, выпустился не один известный итальянец. Любителям не только горные пляжи я советую посмотреть на университеты Лигурии. Не просто Лигурии, а именно Генуи. Это один из крупнейших вузов Италии, и его филиалы находятся в других лигурийских городах. Савония, Империи, Санта-Маргарита и Лигурия, Вентимилии и Специи. А теперь угадайте, что их всех объединяет. Море. Университет подойдет именно тем, кто любит плавать в море, и при этом не хочет переезжать на юг. Знаете почему? Потому что многие отмечают, что на юге есть свой диалект, который не особо понятен иностранцам. Но, правда, здесь бывают климатические особенности, и море бушует так, что красный сигнал тревоги. Номер 6 и самый ленивый регион Италии. Это юг. Но, тем не менее, здесь также есть университеты со всем необходимым. Это университеты Калабрии и университет Сардинии. Самый большой плюс обучения в этих университетах – это поступление сюда. Поступить не так сложно, а стипендию получить гораздо проще. Почему так происходит? Ну, потому что желающих учиться на юге меньше. А почему? Потому что работу здесь получить сложнее. И многие для получения работы с юга уезжают куда-то севернее. Если же вы не хотите и не метите в какие-то топовые университеты Италии, то рассматривать можно практически любой среднестатистический университет, и поступить, конечно же, туда будет проще. Конечно, можно рассматривать вузы таких городов, как Пиза, Венеция, Флоренция. Ведь эти направления также могут быть интересны по каким-то определенным направлениям. Даже Флоренция имеет корпуса
известных вузов в какой-то определенной сфере. Ну, типа моды. Венетта и Тоскана хороши для изучения лингвистики. Милан — это, конечно же, мир моды, дизайна, архитектуры и медицины. А если вы хотите изучать искусство, то вам подойдет Лацио. Ну и, конечно же, я рассказал вам в общих чертах ситуацию по Италии, потому что страна не маленькая, у нас количество вузов большое, и финальный выбор принимать, конечно же, вам. Если вам интересны какие-то рекомендации, советы, то вы найдете все полезные линки в описании и также линки на итальянские учебные заведения. Компания SMAP сотрудничает с рядом итальянских учебных заведений, проводящих обучение на английском языке, и школы, и вузы. Поэтому вы можете написать нашим консультантам. До скорых встреч! Обязательно подписывайтесь. Если вам интересны посты про образование и путешествия, заходите в наш Инстаграм, следите за нами, мы вам рады. Пока!